Теперь о виртуальной охоте с реальными последствиями. Мир захлестнула новая волна моды на покемонов. Карманные монстры из японских мультфильмов 20-летней давности теперь не на экранах телевизоров, а на дисплеях телефонов. Что за видеозверь? Pokemon Go ворвался в топ самых популярных приложений App Store. В Японии происходящее и вовсе напоминает Люди ломают себе руки и ноги. Поэтому важно знать в том числе об опасности. Как в поисках монстра не потерять себя. Прошло 6 лет с тех пор, как Pokemon Go была популярной. Миллионы людей по всему миру ходили с телефонами, и как же иронично, что одно из самых известных видео по игре — это когда толпа людей гналась за Вапорионом. В пик популярности было мнение, что Pokemon Go опасен, и поэтому его пытались запретить везде, где только могли. Через 4 года я решил проверить эти мифы. Мои исследования, которые я проводил больше 2 лет, привели к неожиданным выводам. А дело в том, что эта игра имеет нечто более ужасное. В ней лишь одни минусы. Всем алола, Вапа у микрофона, и это полноценный обзор на Pokemon Go. А с чего все началось? Ну, думаю, вам знакомы такие случаи, когда вы пошутили про что-то, думая, что такого никогда не будет, а в итоге это становится реальностью. Только что я вам рассказал историю создания Pokemon Go в 2 словах. А если конкретнее, сидели Ишихара из The Pokemon Company и, храни его Господь, Ивата из Nintendo и размышляли по поводу ловли покемонов в реальной жизни. В 2014 году эта идея быстро реализовалась, как первоапрельская шутка на Google картах. Но потом они задумались, а может, реально? И вот, Google, Nintendo и TPC собрались вместе, и как же повезло, что для этой идеи есть стартап, специализирующийся на AR. Это Niantic с Джоном Ханки во главе. Все договорились и вложили в гугловский стартап $20 миллионов авансом и дополнительные 10 по пути разработки. Как 20 фильмов «Брат 2». Кроме этого, они были примечательны своей игрой Ingress, где вы ходите по реальной карте, занимаясь хакингом. Пропустим ничем не примечательный бета-тест и перейдем к релизу в середине 2016 года. Неожиданно огромный успех. Вылетали сервера, мало контента, и AR был не очень. Тут я мог пошутить про развод на доллары, но всем все понравилось, потому что игра не имела аналога в мире. Итак, на игре компании заработали более $1 миллиарда. Вот умора, да? Не находите ли вы ироничным, что одно из самых успешных мобильных приложений мира начало свой путь с первоапрельской шутки? Складывается ощущение, что вся игра является одной большой шуткой. Вполне возможно, вы мне не верите. Думаете, что это просто совпадение. Но я так не думаю. То есть у вас проблемы из-за видеоигры для телефонов? Полагаю, что... да. Что за рисунки у вас развешаны? Смиргл Пикассо интересует? Я, пожалуй, откажусь. Понимаете, после этой игры я стал... странным. Я начал чаще злиться и раздражаться из-за каких-то пустяков. А ведь мне нравятся игры по покемонам. Ага. Но после этой от меня отвернулись все, кто мне был дорог. И я не знаю, что мне делать. Я так больше не могу. Успокойся. Ну не надо. Ай! Ой, прости, дорогой. Ко мне часто приходят лишь огненные, а они больше мне вреда дают, чем я им. Да. Ну, не все же так плохо. Так ведь? Соглашусь, все не так и плохо. Сама по себе идея ловли покемонов в реальности гениальна. Но одно дело идея, а другое реализация.
Однако система ловли покемонов отлично подходит для мобильных устройств. Да, это я про тебя, Лазгу, говорю. По поводу AR, ну, его недавно обновили и все отлично работает. Особенно в Body Adventure, где ты ласкаешь своего покемона и возможно даже его фоткаешь, и да, этого гея добавила сама игра. Единственные шансы на поимку несколько поломаны, и VR ловить сложнее, чем без него, но это цветочки. А вот ягодками являются сами покемоны, а точнее их наличие. Казалось бы, раньше ради Пиджи нужно было километр пройти, а сейчас на каждом шагу их 10 штук. Но разработчики сделали так, что ваша игра зависит от того, сколько игроков на вашей территории. То есть у условного москвича, где гимов и покестопов больше, чем бордюров в самом городе, будет мало проблем с прокачкой покемонов, тем более с получением новых. А вот у жителя Большого Грызлова они будут, потому что никто, кроме него и двух москвичей, приехавших на дачу, в нее не играет. И я, спустя 1,5 года с 25 уровнем, проживая в малом городе, не смог получить покемона с 3000 БС. Игра основана на взаимодействии игроков с друг другом, чтобы люди становились ближе. Но какое здесь сближение, если не каждый игрок в мире играет в Pokemon Go? Из-за этого в игре свое классовое неравенство, где жители мегаполисов довольствуются имбовым мешанием YouTube, а плебеи из деревень довольствуются лишь одним псидаком. И вот как после этого сражаться в боевой лиге, где будут сильно различаться уровни БС и, следовательно, будет отсутствовать баланс? Стоп. Что за БС я упомянул? Шутка про Brawl Stars здесь неуместна. Это боевая сила, или Combat Power. Он повышается за счет конфет, которые вы получаете после поимки покемона. Странно, я знаю, но это не все. Кроме прокачки БС, вы с теми же конфетами можете эволюционировать покемона. Тут уже вопросы, потому что за эволюцией некоторых покемонов требует слишком много конфет, а вы обычно за поимку каждого получаете только 3 конфеты. Причем они только для того покемона, которого вы поймали. И нет конкретного способа поймать определенный вид. Покемоны спавнятся рандомно по карте. А тут еще выбор, взять новую атаку или эволюционировать. Почему нельзя оба? Это я еще не говорю про звездную пыль, которая ограничивает использование конфет, но она всегда в избытке. Еще некоторые покемоны требуют тупой предмет для эволюции, например камень Сина. А как его получить? Рандомно через покестопы или квесты. Они, кстати, упрощают развитие в игре, но некоторые быстро становятся невыполнимыми. Ну ладно, жить, хоть и с трудом, можно. Но теперь боевая лига и гимы. Понимаете ли, если в основной линейке ты хотя бы думаешь своей головой, то Pogo представляет из себя куки-гликер. Этому есть оправдание. Игрок всегда в движении и задерживаться ему не стоит. Конечно, такой подход требует стабильное подключение к интернету, но в лиге эту боевую систему преподнесли интересно. Там ты не только тыкаешь, но и свайпаешь пальцем, и выдаваемые 2 щита добавляют тактики. Но ограничение на смену покемона по времени, Джон, не круто. Но в целом, если попадется неимбовый игрок, повеселиться можно. Но теперь гимы. Вот, казалось бы, БС это аналог обычного уровня, что накапливается с опытом. Но только в гимах покемоны теряют не ХП, а именно что БС, а его уровень поддерживается ягодами. И когда ты дерешься с покемонами из гима, после победы ужас, покемоны еще на месте. Их надо победить еще раза 2 или 3, а это тебя держит на месте, хотя ты должен был быть дома уже к обеду. Если вы вот все это поняли и вас ничего не смутило, поздравляю, вам оказывается не на что тратить свою жизнь. Все еще удивляюсь, как вы поняли мегаэволюции. Pogo устроены реально сложнее, чем любой другой спин-офф из той же серии. Вы даже не знаете, какие боевые параметры у покемона, известно только IV и то. Нулевой покемон и так называемая сотка будут различаться в силе где-то на 8%. Мало того, что разобраться сложно, так еще все это тупо. Конечно, разрабам надо было как-то мотивировать игрока ловить покемонов, но ни в одной игре это так не устроено. Поэтому Pokemon Go не может вернуть себе былую популярность. В нее большинство играло когда-то пару минут и забило. Никто даже и не вспомнит ее с такой ностальгией, как Angry Birds или Subway Surfers. Ведь игра это непонятна, потому что ее делали только ради факта ее существования. Даже гринд в медленном и древнем Pokemon Diamond является более увлекательным, чем весь Pogo. Diamond хотя бы на игру похож. Мне не нравится, как выглядит эта мобильная игра. Она дожила до своего юбилея, а чувство, что она вообще не изменилась. В плане UI игра так и была в своем 2016-м, так в нем и осталась. Конечно, что-то изменилось, но тем не менее, часто игра чувствуется
устаревшей. Здесь даже нет творческого подхода. Игра состоит из скучного и надоевшего минимализма. Это не игра по покемонам, а страница перевода средств через Юмани. Хотя бы добавили бы опцию изменить интерфейс или еще чего придумали. Персонажи. Понятно, что они хотели привлечь не только анимешников, но часто люди выглядят, простите за выражение, всрато. Лицо неестественное и каменное, а анимации делали на топоре. Да и поставьте рядом с человеком любого покемона. Они не созданы друг для друга. Чем дольше я играю в Pogo, тем больше я убеждаюсь в том, что Niantic состоит из ленивых задниц. Даже рекламная кампания сделана на отшибись. Это просто изображение покемонов на фоне стоковой картинки. Любой может сделать так же. Кстати, посмотрите на Вапариона. Что-то странное у глаз, верно? Это такие артефакты. Они видны, если через ИИ увеличить разрешение текстуры с игр для 3DS. Хотите получить модель Glassina с Pogo? Скачайте его 3DS модель, увеличьте его текстуру через Wi-Fi 2X и готово. Это настолько просто. А ведь Niantic добавляет покемонов не сразу. Когда они говорят, что добавляют какой-то регион, они это делают в течение года и лишь для того, чтобы игра сохранила актуальность. Как-то грустно все это. И хоть игра насильно пытается казаться яркой и веселой, вокруг пасмурно, депрессивно, и никто не улыбнется на твоем пути. Да и в самой игре все какое-то неживое. А от этой неестественности становится только грустнее. Я бы мог еще добавить, что весь этот хай-тек высеру объектов и персонажей выглядит ущербно и грустно, и вообще фигня переделывай. Но давайте я обсужу то, что для некоторых может показаться ужаснее, чем зелено-желтый градиент, графика и оптимизация. В общем, в Pogo очень много мыльных текстур, и об стечные лесики можно поцарапаться. Но разговор на этом не заканчивается. Казалось бы, кроме огромной модели человека, в Pogo мало чего нагружающего. Красотой, как какой-нибудь Pokemon Unite, не славится, следовательно, он может спокойно работать на многих устройствах. Так ведь? Неправильно, садись 2. Вы плохо знаете этих квази-разработчиков. Любая игра по покемонам для свитча оптимизирована лучше, чем это недоразумение. И вообще, с каждым обновлением производительности игры все хуже и хуже. Загрузки дольше и различных глюков соответственно. Хотя, казалось бы, добавили за долгое время не очень много, и раньше игра на моем среднем Xiaomi спокойно шла. Игра и так была не самой приятной в плане графики, тем более с ограничением на 30 FPS, которое создавало ощущение, что игра тормозит. Теперь она реально тормозит. Без недавно добавленной возможности снять это ограничение. Единственные, кстати, настройки графики на всю игру. Вот думаю, что сложного? Надо просто добавить настройки, чтобы и люди со слабыми телефонами, и люди с мощными могли настроить свою игру так, как им нравится. Но Niantic пойти на такое не собирается. Наверняка там просто ленится это сделать. А ведь этим они теряют возможность набрать новую аудиторию, ведь у многих телефон просто не тянет. И это я еще про глюки не начал, там их вообще целое море. Даже непонятно, на что тратит Niantic свое время. Постоянно что-то зависает или не работает. Остается только гадать, во что игра превратится через еще 5 лет. Даже боюсь представить. Что вы говорите? Для спокойствия помогает музыка? Пердеж, блять, в уши приятнее, чем что-то слышать в Pokemon Go. Сам ост игры маленький. Для меня он весь или звучит скучно, или быстро надоедает. Очень быстро. Ни одной хорошей темы в игре, только от силы пара нормальных и не более. Кстати, саундтреком к игре занимался сам Масуда, и это многие любят отмечать. Если это действительно так, то ему было просто лень. Сами посудите. Да и честно, по меркам Масуды, это очень слабо. Попробуйте послушать его другие работы, если не верите. Продолжим.
Звук говно. Повторяюсь. Звук говно. Знаете, когда я смотрел геймплей игры до того, как сам поиграл, я думал, что программа записи экрана сжимает звук. Как же я ужаснулся, когда узнал, что так игра звучит на самом деле. Во-первых, качество звука сжатое. Сильно. Через динамики это не сразу замечается, но через наушники тут уже не важно, если они стоят 300 рублей, 1000, 5000, 30 тысяч. Вы это все равно заметите. Знаете, какие игры обладают той же проблемой? Те, что сделаны в Adobe Flash 15 лет назад. И то не все. Хотя, казалось бы, Pogo сделан на Unity. Во-вторых, звуковые эффекты убогие, что пиздец. Когда ты даешь конфету или что-то другое нажимаешь, вот тогда особенно заметен сжатый звук. И причем это самые тупые и типичные звуки, которые можно было подобрать. Опять же, как будто из флеш-игр. А я вам напомню, что за 2020 год на этой мобилке заработали $1 миллиард. В-третьих, баланс звука отсутствует наглухо. Сейчас я передам 69 покемонов, убавлять звук не буду. И даже если вы будете убавлять звук так, что музыку почти не слышно, ваш Глейсиан как проорет, вся улица узнает, что он у вас есть. И так с каждым покемоном. К этому еще добавьте, что сам звук сжат, и покемоны канты звучат как на геймбой. Вот же кайф, да? Мне уже давно сказали, что многие играют без звука, так что всем плевать. Ну уж извините, так можно сказать про абсолютно любую видеоигру. Да и разве не в интересах для разработчика привлекать игрока, в том числе визуалом, а не отталкивать его? Чего уж там говорить, Niantic даже не умеет нормально зацикливать песни. Все это позор, показывающий всю, сука, некомпетентность тех, кто работает над Pokemon Go. Видишь в этой игре хоть какой-то смысл? И я не вижу. А он есть. Алчность — это ужасно. Разработчики мобильного говна так не считают. Мне поебать на донат, если он касается лишь косметики и того, что можешь сам получить. Реально, вместо 200 рублей можно прошагать 5 километров, а то и меньше. Но если об этом говорю, то тут какая-то хуйня, да? Верно, блять. Эти воздухоплавательные мамонтубы следуют сатанической тактике. Создай проблему, продай решение. Ой, в рюкзаке место не бесконечное, 200 покекоинов. Проебать с выбором темы, гони косарбонет. Находишься в карантине, но ходишь в несколько гимов, поздравляю, тебе нужно платить. А почему все тут, блядь, донатят? Но это, сука, еще не все. О GoFest'ах слышали? Важное событие для каждого местного задрота. В 2021 году там раздавали Милаэту за 379 ебаных рублей. И то, ты должен поймать ее в ограниченное время. Вы, блядь, понимаете, что сраная трехмесячная подписка на Pokemon Home стоила дешевле? А ведь подобные события раньше были дороже. И это не оправдание, это пиздец. И да, когда оба этих недоразумения стали совместимы, Niantic решили обокрасть простой народ. Придумали чугунный аппарат, который имеет ограниченную энергию для переноса покемонов. Затем она перезаряжается неделю и, если не хочешь ждать, она восполняется за 1000 вечно золотых. И да, вы можете зарабатывать максимум 50 покекоинов в сутки. Оправдать тем, что это бесплатная мобилка без рекламы, не прокатит. Хотя, черт его подери, мне ведь скажут, что я не разобрался в игре и сру на нее только потому, что я долбоеб. Хотя такие комментаторы наверняка сами играют неправильно. Многие используют PGShar. Утилита, которая переместит тебя из Большого Грызлова в Токио и поможет собрать кучу соток и шайни. Действительно, многие используют этот метод. Хотя этот чит ломает суть прогулок с телефоном нахуй. Ну ладно, похуй, каждый играет как хочет. Но пока это не мешает другим. В том же 2021 ты мог показать своего первого шайни. А вот ведь тебе показывают таких же.
штук, блядь, 40, и ты смотришь на это с каменным ебаном, как все самое крутое в игре обесценивается. И все потому, что они вертолетили по всей земле, а ты жалкий пешеход. Как вообще там заводить товарищей по игре? Особенно с уебанной системой фрэг-кодов, которую можно спокойно заменить подобием Street Pass. Или поиском игроков рядом. И не удивляйтесь людей, которые спамят свой фрэнкод в соцсетях. Они иначе собутыльников нихуя не заведут, и то это безнадежно. А если будете всех расспрашивать на улицах, играть ли они в PUBG, то вас также пошлют нахуй, ибо это было актуально лишь 6 лет назад. Итак, заводить друзей здесь пиздец сложно. А что дальше? А ничего, хэппи-энд, блять. Ты все так же будешь страдать с поиском друзей, шагая по переулкам, пока другие игроки без стыда и совести используют читы. И сколько бы Niantic ни говорили про борьбу с читами, всех с PG Sharp оставят в покое, потому что им это выгодно. Все, ради денег. Здравого смысла нихуя, блять. В игре важна дружба, а ее нет. Даже 3 команды, напоминающие раскраской Sonic Heroes, дадут вам лишь разочарование в том, что твоего друга нет в твоей команде. Пиздец. Итак, у меня уже мало времени, мне нужно вам кое-что рассказать. Как быстро получить покегоины? Никак. И все потому, что ты или русский, или белорус. По всем известным причинам в начале марта 2022 ограничили для россиян MasterCard и Visa. С тех пор нельзя расплачиваться за границей, и так донат стал невозможным. Большинство мобильных разрабов или ничего не делали, или убрали их игры с магазинов. Но Niantic, хоть и не до этого задонатили фонды, тихо убрали возможность россиянам и белорусам играть в Pokemon Go. Покестопы и гимы испарились, покемоны не спавнятся, а большинство функций и вовсе не работают. Удивительно, что Niantic может так легко избавиться от обычных игроков, стирая целые месяцы и годы прогресса, тем самым провоцируя использовать читы. Но самое ироничное, в белорусском Google Play Pokemon Go никогда не было, так же как и на Украине и многих других стран. Почему нет глобального релиза, я не знаю. И со всем этим Niantic говорит о том, как они соединяют людей, делают мир лучше, а я им не верю. Поддержите меня за безумство, но по Pokemon Go и другим проектам этого не видно. Иногда все-таки игроки возмущаются, но каждый раз, когда они это делают, Niantic раздает халяву и все успокаиваются. Разрабы вообще никого слушать не хотят. Им говорят проблемы, считай в лицо, и что они делают? Ничего, но они стараются показать, насколько их приложения прекрасны и полезны для жизни. Хотя за этой красивой картинкой для инвесторов скрывается лицемерие и ненависть к роду людскому. Это настолько неправильно, что мне хочется кричать. Так, объясните, что тут происходит? Ой, ви прийшли. В нашій психлікарні код червоний. Та платна в парі кілометрів надіслала нам пацієнта, якому потрібно термінове лікування. Вони також нам сказали, робіть з ним що захочете. Хорошо, продолжай. Там сказали, що це Ваперон, який має психічні проблеми з мобільною грою. Та цим він довів психіатра до втрати свідомості. Нам треба щось робити. Терміново. Понятно. Ну, в нашей госбольнице мы и не с такими сталкивались, поэтому я уже знаю решение. Дорогая Niantic, почему ТМ это лотерея? Почему гимы называются гимами, если с оригинальными не имеют ничего общего? Почему так много ограничений? Почему профессор всегда улыбается? Почему шмотки такие дорогие? Почему нет смысла? Я понимаю, разработка игр это очень трудно, и у вас могли быть проблемы. Но вы, блять, нихуя не делаете! Карты Google, AR Google, модели Nintendo и весь геймплей это плесневелый ингресс. И ничего оригинальнее ингресса вы так и не сделали. И ладно, если бы игра была хорошо разработана, но за всю историю вашей жалкой компании это не было правдой.
Сколько проблем со спавном, сколько графических багов и долгих загрузок. И вы постоянно извиняетесь за сервера, хотя сами с ними ничего не делаете. У вас режим игры, который требует, блять, постоянное подключение, и даже с ним все равно ничего не работает, блять. Вы пытаетесь что-то свое придумать, но каждая ваша идея — говно. Ловля покемонов — ваш пик, и то очень сомнительно. День сообщества? А, смешно, идите нахуй. Ровно так же вы относитесь к своим игрокам, ведь вам и вашему царю нужны лишь деньги. И, уклоняясь от важных задач, вы страдаете херней. Но от меня вашу халатность скрыть не получится. Знаете, когда-то в одном из своих видео я сказал, что вот такая гоночка в капсулах является худшей игрой по покемонам. Но на самом-то деле она лучше, чем сам Pokemon Go. Почему? О ней, блять, все забыли! И вспоминают лишь такие долбоебы, как я. А все, буквально все общество, которое состоит из капрофилов, продолжает тегать телефоны и ходить с ним, попадая под колеса КамАЗа. И им это нравится? Какой Sword Shield с его анимациями, какой Unite полный доната, какой PDSP с его убогим дизайном и какой Legends Arceus с его графикой. Ваш худший кошмар уже в кармане, и вы даже не обращайте на это внимания, просто проходя мимо. И знаете, тут для меня уже нет никакой разницы. Может, меня сейчас возненавидят, заспают мои социальные сети или удалят канал. Или наоборот, поддержат меня, заспамят Твиттер Niantic или проведут в игре хакерскую атаку. Я вас ни к чему не призываю и призывать не хочу. И даже если у меня пропала надежда, что разрабы когда-нибудь исправятся, мой последний вопрос, даже если не получу истинного ответа, никогда не пропадет. Почему Pokemon Go такой, какой он есть? Ой. Так. В 2 больницах побывал, был не в себе, а теперь... Это? Где я? Ну здравствуй, Романтик Дорич. Оно произносится как Дитович. И вообще, кто ты? Меня зовут Джон Скрайб, высокопоставленный член тайного правительства, разрабатывающий совместно с другими мировой заговор против человечества. По совместительству я генеральный директор Niantic Incorporated. Так, это ты! Как же я хотел тебя увидеть, и знаешь, что я тебе сделаю? Ты сам понимаешь? Нет, ты послушай. Ты понимаешь, что натворил? Да хватит меня перебивать. Ты понимаешь, что этой игрой нас трудно... Что? С помощью интернета и геолокации эта сеть слежки за людьми. Сейчас мы знаем абсолютно все о каждом человеке и каждом месте в мире. Пока мы сокращали финансирование на создание иллюзий и видеоигры, мы собирали личные данные и строили план. И теперь, собрав все свои силы, мы начнем порабощение всего живого. Будут мертвые, слабые людишки, разрушенные здания и полный контроль над всеми. И все сдадутся, ведь никто не сможет дать нам опору. Я могу препятствовать тебе последний прав. Нет. Этого не может быть. Мы — вершина всего мира, и бороться с нами бессмысленно. Наша цель — власть, и для этого мы учили каждого. Даже искоренив способность разумно мыслить, никто и никогда не станет нашим конкурентом. Теперь, рассказав всю тайну, мы нужно тебя уничтожить. Сдохни! А! Я живой? Завтра он проснется и будет как новенький. Да. А сколько уколов мы сделали? И что будем делать дальше?